Друзья, всем большой привет. Давненько у нас не было новых роликов, поэтому сразу, так сказать, врываюсь с двух ног. Сегодня мы с вами будем разговаривать о немецком тяжелом танке 9 уровня Е-75. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Е-75, как я уже сказал, это тяжелый танк Германии, расположился на 9 уровне, крайне интересная машина, имеет ряд достоинств и минимум недостатков. На сегодня для меня, в моем сугубо мнении, это один из самых сильных тяжелых танков в игре на 9 уровне. И сейчас я вам попытаюсь объяснить почему. Для начала смотрим на его орудие. У нас немного поменяли пушку, не помню в каком обновлении, раньше здесь была альфа 490, то есть как на Маусе, но, как видим, здесь переработали полностью орудие. Имеем альфу 530 за выстрел, бронепробитие 246 базовым снарядом, 0.37 разброс с такой альфой, что очень неплохо, и довольно долгое сведение, то есть 2-4 секунды. В целом орудие довольно точное, имеет танк неплохую очень даже стабилизацию, учитывая, что это немец, у них с этим вообще проблем в принципе никаких нет. Танк также имеет довольно, друзья, неплохую подвижность, у нас 900-сильный двигатель, 9,8 лошадей на тонну. Поэтому, в принципе, он едет достойно, 40 километров свои он набирает, двигается очень даже неплохо. По бронированию мы с вами поговорим в Collision, сейчас давайте с вами добавим его к сравнению и посмотрим, как его имеет смысл собирать. Для начала по экипажу мы обязательно качаем ремонт, потому что это тяжелый танк, ремонт позволит нам быстрее ремонтироваться, не стоять долго на катках. И, в принципе, это очень важный перк для тяжелых танков. И также боевое братство, которое улучшит в целом характеристики машины, даст нам в стоке без досылателя ДПМ в районе 2160 очков, разброс 0.35 и сведение 2.25, что очень даже неплохо, учитывая, что у нас тяжелый танк. По модулям мы ставим обязательно досылатель для того, чтобы поднять наш ДПМ. С досылателем у нас будет заряжание оружия 13-25 секунд. Это очень-очень, в принципе, неплохо, учитывая, что мы пуляем по 530. Вторым слотом мы можем поставить стабилизатор, что улучшит нашу конечную точность, либо можем поставить вентилятор. Здесь уже, друзья, решайте сами, как вам ближе. А в первый слот мы обязательно ставим улучшенную закалку, для того, чтобы наша живучесть была прям на максимум. С закалкой имеем 2150 очков, что очень-очень даже немало, поскольку этот танк очень часто идет в размены. Поэтому первый слот это закалка, второй либо вентилятор, либо стабилизатор, и в третий обязательно досылатель. В остальном по сборкам, конечно, можно по-разному экспериментировать, но для себя я отметил именно такую сборку. Я планирую этот танк себе выкупить обратно в ангар, потому что машина, реально крутая. Очень-очень сильная, поэтому, друзья, если хотите заиметь регулярную мощную девятку, то есть если он у вас открыт, это хороший повод его купить, тем более сейчас у нас начался этот праздник, на него хорошая скидка, то есть за 2,9 миллиона можно его приобрести, а это очень даже хорошая скидка для такой машины сильной. Поэтому давайте сейчас поговорим с вами о броне, а дальше посмотрим бой. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 259 мм, 260, то есть не рекордный, конечно, но кое-что отбивать может спокойно. НЛД 230, 229, 240. То есть, в принципе, щеки у нас не пробиваются ничем, там 400 мм. Крыша башни 115, сюда вряд ли будет залетать от танков, которые пониже. Есть уязвимая зона в люке командира, в остальном маска 280, там 500 есть места. В целом броня неплохая, отличный борт 440. С девятками, конечно, в НЛД пробивать вас будут, не каждым выстрелом, но будут. Но вот с десятками уже, конечно, друзья, броня не так ролять будет. Хотя все зависит от танков, которые против вас будут в прицеле. С восьмерками, семерками, то есть если попадаете в топ списка, проблем у вас вообще никаких не возникнет, для них эта броня абсолютно ничем не пробиваема. За исключением там всяких ПТСАУ с крупными калибрами. В остальном, то есть броня очень даже достойная. Танк имеет хорошие такие угловые формы, имеет острые углы, от которых можно спокойно танковать ромбом. Хорошую имеет башню бронированную. И в целом на нем играть очень-очень даже комфортно от брони. Поэтому поговорили о броне, поехали посмотрим бой. Ой, друзья, у нас, как видим, на карте рудники. Забросила в сетап с 10 уровнями нашего сегодняшнего героя. К сожалению, у него не прокачана модернизация, оттого я не могу сказать, какое у него оборудование. Не изменяя себе, я не смотрел бой, как обычно, поэтому будем смотреть его вместе с вами в реальном времени. Рудники довольно такая специфичная карта для такого танка, как Е-75. Я так полагаю, он будет ехать
либо в позицию Е7, либо в позицию F5, то есть одно из двух. По-другому на этом танке нет смысла перекатываться на левый берег, потому что просто он не доедет туда, его скорее всего ПТ расстреляют. По сетапам видим, что есть у противника Е100, есть всякие фаши, Е3, то есть легко точно ему не будет. Как мы с вами говорили в ангаре, пробитие у нас базовым снарядом 246, альфа 530, то есть пушку поменяли. Раньше пушка была 490, то есть это очень приятно, то что орудие новое, альфовое. Играть на этой машине край как комфортно. Я считаю, что на данный момент это самый-самый сильный тяж 9 уровня, ну то есть из прокачиваемой техники, ну или как минимум один из самых сильных. Видим, что пытается прокатиться фаза противника. Спокойно сводится в борт, дает альфу 555, вылетает. Шикарная царская альфа. Жаль, конечно, не максималочка. Ну, в том плане, то, что можно было бы и побольше. Но, тем не менее, тоже очень-очень хорошо. Одна артиллерия в бою. Это противная М53, М55. То есть очень неприятная арта для него. В бою будет нанесено огромное количество урона. То есть я не мог пропустить этот бой и пройти мимо, потому что... Вчера у нас видео не выходили, друзья, у нас прошел страшный такой прям ураган, повыбивало свет во всем городе, к чертовой матери. В общем, было жестко, одним словом. Голдой пытается дать по Е100, голдовое пробитие у него 311 под калибр. Если бы был кумулятив, скорее всего, он бы его пробил. А под калибр имеет плохую нормализацию, поэтому, видимо, он поэтому его и не пробивает. Видим, что заняли противники гору. Это очень неприятно, потому что с горы эта карта выигрывается с большей вероятностью, поскольку расстреливается полностью база, и это преимущество огромное для команды противника. Здесь по нему давал Е3, но не пробил его. Видим, что броня справляется, а броня у Е75, как мы с вами говорили в Collision, очень и очень достойная. То есть по защищенности танк один, наверное, из самых лучших на данном этапе. То есть я даже не знаю, какой тяж может быть лучше, чем он защищен. Вообще, Е75 крутая машина, но вот соточка, помешал союзник здесь, но тем не менее он выцелил. 2 выстрела, 1000 урона. Ну, то есть какой танк вам еще такое позволит делать на 9 уровне? Ну разве что там Т-30 какой-то. Ну Т-30 не такая прям крутая и броня будет. Хотя там башня, конечно, но тем не менее. Т-30 это все-таки у нас ПТшка, хоть и играется как тяжик. Пробует в сотку дать, дает в каток, пробивает его по таким диким углом под калибром. Прикольно получается. Счет у нас на данном этапе 1-2. Проигрывают они немножко, но тем не менее, я думаю, в принципе, сильно проиграть они не должны по ХП. Потому что, в принципе, бой стоит на месте пока что на данном этапе. А кому, друзья, я советую к прокачке этот танк? Сотка, которая идет после него, это неиграбельная машина на сегодня, ну, лично для меня точно. Потому что я много боев проиграл на Е100 и понял то, что на сегодня эта машина одна, наверное, из самых худших десяток. Играть на ней можно только на кумулятивах, но чаще всего, друзья, эти кумулятивы просто либо не попадают, либо под страшными такими углами не пробивают. Поэтому на сегодня сотка это неиграбельный танк, но если хотите... По моему, опять же, сугубо субъективному мнению, друзья. Но если хотите хорошую заиметь девятку в ангаре, регулярную, такую, чтобы можно было выкатывать, когда есть настроение, потанчить, пострелять, то Е75 это очень хорошая машина. Если вы новичок и начали качать ветку Е100, по каким-то странным, конечно же, соображениям, можете смело останавливаться на этом танке, дальше проходить смысла в принципе нет. Потому что, ну, действительно, машина хороша. Следующий танк после этого, сотка, он будет не такой прикольный, как Е75. И это действительно надо учитывать. Поймал он Е3 на каток. Тот, видимо, потратил ремку где-то до этого. Нужно его добирать. Перезаряжается. Не успевает он. Ага. Отлично, ставит на каток. Жаль без урона, но тем не менее 875 ему прилетает ассиста. Это тоже очень даже неплохо. Видим, что счет у нас провальный. Команда проигрывает на 4 танка. Даже больше, на какие 4. 4-7 счет. Это очень и очень плохо. То есть очень много стволов, вражин перед ним. Реально будет очень сложно с ними размениваться. Видим, что у него 2210 хп. Я думаю, это возможно он играет с закалкой. В принципе, почему нет? Обзор у него максимальный, топовый. Ну, то есть не знаю. Не буду делать предположения по оборудке. Ну, как бы играл я бы играл, друзья, досылатель, закалка и, скорее всего, стабилизатор. Ну, то есть это мой был бы сетап конкретно по игре на этой машине. Возможно, покатав бы так, я нашел бы другую сборку, но, тем не менее, это тяжелый танк, его надо действительно разменивать очень-очень выгодно. По ХП они проигрывают на 5000. Это очень плохо для союзной команды, реально. Уже больше даже, чем на 5000. Очень неприятно получается. Видит, светится вражеский тайп, поджимает здесь 277-го. Нужно с ним размениваться.
У нашего сегодняшнего героя уже 2500 урона есть, 1500 заблокированные, 1300 ассистов. Это очень неплохо. Дает в щеку тайпу. У него перезарядка должна быть, по идее, медленнее, чем у Е75, но видим, что там Т-110 выкатывается уже. Так, ну что, будет по Е5 работать. Так, спокойно сводится в МЛД. Отлично стреляет, но попадает в бронестык. Неприятно, очень неприятно. Много противников перед ним светится, нужно удерживать пока данную позицию. Тяжелые танки требуют от вас, друзья, размеренной такой игры. Врываться на нем не получится однозначно, но продавливать направление — это танк то, что нужен. Я вам также напоминаю, если вы на канале впервые, нас уже почти 1000 человек. Я всем говорю, опять же, огромное спасибо, друзья, что вы со мной, что вы пишете комментарии, делитесь мнением. Для меня это очень важно и очень приятно, то, что действительно вы тратите свое время на оценку моего контента, мне очень приятно. Я же говорю, нет лучшей награды, чем ваши лайки и комментарии. Поэтому будем развивать канал. Как видим, сегодня я немного поменял камеру, убрал фон сзади, то есть это эксперимент, будем смотреть, как будет дальше. Хочется, чтобы картинка была в роликах максимально комфортная, максимально приятная. Также провел небольшую работу со звуком. Надеюсь, вы это все оцените, так что пишите. Дает классный урон по фазе. 4,5 урона у него уже есть. В этом бою будет нанесено очень хорошее и достойное количество урона. Потому давайте смотреть с вами дальше. Есть в спине очень на неудобной для него позиции батчат. Я, кстати, друзья, выкупил батчат, и, как оказалось, это крайне крутая машина на сегодня. То есть реально отличный барабан на 1500 урона. 5 снарядов по 390, то есть даже на 2000. Очень-очень комфортный. Очень хороший обзор, имеет классную маскировку, поэтому я думал, на нем не играют, но оказалось, что на нем можно реально наносить урон. Действительно прикольный танк, покатаемся с вами обязательно на стриме, буду пробовать на нем брать отметки. Вчера пробовал брать отметки, кстати, на Бизонте, как-то, не знаю, у меня не пошла игра вообще. Это, наверное, я думаю, сейчас у многих проблемы с рандомом из-за того, что вышло обновление сегодня. Как вам, кстати, ангар? Мне очень понравилось, классно ВГ сделали, но у меня какой-то баг такой, я не знаю, какие-то артефакты появляются, это, наверное, пока надо как-то дождаться апа. Разобрались они здесь с танками на направлении, в принципе, нужно возвращаться, здесь скатывается 430. Хотел сказать но нет, объект 430, ловит он его на съезде. Кумулем он стрелял сзади союзника, я так понял, не получилось добить. Убирает он объект. Уже 3 фрага у него есть. Танкует шарфутюра. 6000 урона. 2300 натанковано. Вылетает на него французский тяж. Кстати, вот эти тяжи очень хорошо апнут в следующем обновлении, которое выйдет в сентябре. Поэтому имеет смысл их сейчас прокачивать. Там будет хорошая лобовая броня. Еще лучше, чем сейчас. Потому что сегодня они не особо хороши, но я думаю, после обновления заиграют новыми красками. Поэтому можно, в принципе, рассмотреть их также к прокачке. Если интересно, могу по ним сделать ролик, пишите. У меня, кстати, друзья, было в планах сделать много в ближайшие дни реплеев по конкретно разбору премиум танков. Но после обновления нашего с вами клиента любимой игры у меня не открываются реплеи, а наигрывать бои на всех танках, вы сами понимаете, я даже должен пройти не один, не два боя, чтобы получить, ну, какой-то адекватный результат, чтобы вам его показать. Не хочу просто тратить ваше время на неинтересные бои, где там 2500 урона. То есть, в принципе, такой вопрос, как вы считаете, если, например, сделать ролик, где просто мы берем, например, премиум танк, к примеру, там, Супер Першинг, да, и катаем на нем 3 боя. И все эти 3 боя я вам нарезкой показываю. То есть в реальном времени вот взяли 3 боя, откатали, и поэтому делаем какое-то суждение по истечению 3 боев, глядя на статистику. То есть если такое интересно, пишите, можем в качестве эксперимента попробовать. Добирает шарфутюра, остаются 2 противника против него. Это вражеский ЕБР и артиллерия. Здесь он, пока мы с вами вели беседу, очень-очень классно раскидал всех подряд. 5 фрагов, 8000 урона, 4 заблокировано. То есть я думаю, здесь, скорее всего, победа. Ебрик для него, конечно, танк неприятный, но не соперник абсолютно. Можно даже зарядить на него фугас, я думаю. Фугасы здесь пробивают 65 мм. 670 альфы будет за фугас. Ну, я бы зарядил фугас. Потому что по Ебрику это такие танки, которые могут колесами танковать. Кумулятивы 340. Ну, я думаю, вы знаете, кто их встречает в рандоме. Я думаю, здесь у него будет 7 фрагов и победа. Арта не составит для него никаких проблем, потому что она далеко и на такой дистанции вряд ли попадет. Арта заехала на гору. Нужно добирать, спокойно разворачивается на него. Дает четкий шот, 450.
Остается 1 на 1 против ЕБР, 6 фрагов, то есть воина он уже взял. Прокатывает дальше. 8500 урона за бой. Ну, я давно таких боев на девятках не видел. И не то чтобы прямо он много стрелял голдой, у него там, по-моему, было 15, да, подкалибров всего лишь. Ну, то есть очень мало. Достойная машина, давайте подведем с вами итог. Это очень-очень хороший танк 9 уровня, на котором приятно и комфортно играть. То есть машина действительно способна на настрел, как мы видим. Конечно, не каждый бой у вас будут такие результаты, это и так понятно. Но чаще всего машина будет вас радовать на постоянной основе. Жаль, конечно, что у нас нет возможности двигаться после этого танка дальше, поскольку Е100 на сегодня это неиграбельное говно. Опять же, сугубо мое мнение. Если бы после сотки шел какой-то танк типа Е75, но на максималках, то я думаю, это было бы поинтереснее. Вообще, как по мне, я считаю вот эти все танки типа Е100, вот эту всю ерунду медленную, которая неиграбельная, ее нужно либо полностью ребалансить абсолютно, либо выводить в акционные и заменять на что-то более интересное. У нас, как мы заметили все, я думаю, игра уже давно не про историчность, у нас игра про баланс, про фантастические танки, которых никогда не было создано. Разработчики сейчас очень сильно играют с чертежами, поэтому придерживаться какой-то историчности, как 3 года назад, я смысла не вижу. Лучше делать просто интересные машины, на которых было бы прикольно играть. И неважно, были они реально созданы или нет, это уже не имеет значения. Здесь самое главное, чтобы просто было комфортно играть. Получает неприятный шот от ЕБР. ЕБР крайне юркий противник, но я думаю, вот этим заездом на этот остров он сам себя загнал в угол. Потому что у нашего Е75 довольно неплохой обзор, как мы видим, максимальный, полностью на всю карту он все видит. И Ебрик, я думаю, сейчас ошибется. Поэтому хотелось бы, чтобы было в игре намного больше танков играбельных, то есть на которых можно спокойно себе играть, наносить урон, ну то есть, а не вот это вот все, да, как мы видим. Поэтому, если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будем с вами далее вести беседы. На те вопросы, которые я задавал вам, ответьте, пожалуйста, те, кто давно здесь на постоянной основе смотрят мои ролики. Мне будет интересно, друзья, узнать ваше мнение. Напоминаю вопрос, то есть танки, можем делать обзор на премиум, попробовать. Берем танк, катаем 3 боя, показываем нарезку с 3 боев подряд. То есть, чтобы, скажем так, приблизиться максимально к реальному рандому. Если такое вам интересно, я сделаю. Попробуем, посмотрим, как оно зайдет, не зайдет. В остальном будем придерживаться пока того же курса, на который мы с вами встали. Становится он на захват. Немного у него остается очков прочности, 719, но он очень-очень классно отыграл то, что вначале не потерял, не просел. Если бы у него, как обычно бывает у игрока, теряется вначале огромное количество очков, он бы уже, скорее всего, умер. Пока он спокойно держится. Спокойно встал на захват. Времени ему хватает. 30 секунд еще есть запаса. Ну, конечно, Ебр может влететь и убить его. Ну, не убить, сбить захват. Давайте будем реалистичны. То есть реалистами, он не сможет убить его. Не хватит очков ему за выстрел забрать. Поэтому будем надеяться, что Ебр сотворит какую-то ошибку и подставится. Поэтому, друзья, если вам нравятся тяжелые танки, однозначно Е75 это тот выбор, который нужен. Я, скорее всего, эту машину себе выкуплю, буду качать на нем экипажа. Танк прикольный, то есть на нем комфортно играть. В любом бою, то есть выше только десятки, с десятками он себя на подкалиберах чувствует уверенно. Даже можно ББшками пробивать. Выполнил задание на танкование. Откуда-то из города Ебр по нему забросил. ЕБРу однозначно нужно влетать, пробовать как-то заехать. Вот он это делает и не попадает в броню. Как обычно, друзья, у нас бывает в этой игре. Танкует ЕБР. 17 секунд остается до окончания захвата. Будет обидно, если он ЕБР не доберет и просто выиграет захватом. То есть это будет реально обидно. О, отлично. Заканчивает таким шикарным блайндом. Друзья, если понравился бой, и мы с вами отлично поговорили, лайки, подписочка. До новых встреч. Пока-пока.